Сегодня мы будем говорить о новом учебном пособии, которое грузинские школьники с нового учебного года получат для изучения истории. Называется это учебное пособие «200 лет российской оккупации». Инициатором создания этого учебного материала выступила специальная комиссия по изучению всех аспектов исторических взаимоотношений России и Грузии, которая была учреждена грузинским президентом в апреле сего года. Зачем Грузии подобные пособия, зачем учить детей, что Россия была врагом Грузии, об этом мы и будем говорить с нашими сегодняшними участниками. Посмотрим, если там все правда, так сказать, вся правда, я поддерживаю всегда правду. Я, например, я специалист по российской истории, например, вообще по российской внешней политике. Я очень хорошо знаю российскую внешнюю политику, я отношусь к ней очень, так сказать, объективно, здраво, так сказать. Я всегда говорил всем говорю студентам, что у России есть, конечно, свои интересы, и у Грузии есть свои интересы, и надо всегда, так сказать, найти здравый подход к этому вопросу. Если в этом учебнике будет, так сказать, правда, не искаженная, а не половина правды, тогда все замечательно. Если нет, если это пропаганда только, нет, это, конечно, не будет нравиться. Об этом названии, кстати, не знаю, насколько это правда, но по информации той же телекомпании «Меди», книга будет называться «Об истории российско-грузинских отношениях, начиная с 1801 года». В таком случае, наверное, можно задать вопрос о том, почему история российско-грузинских отношений начинается с 1801 года, а не с Георгиевского трактата. Может быть, кто-то из участников студии в Тбилиси нам это прокомментирует? Русско-грузинские политические отношения начинаются с XVI века. И с XVI века они постепенно принимают все более активный характер. Теперь, что касается этой книги. К сожалению, мне неизвестно. Единственное, вот эта Джумбурица, которая сказала, что она редактор этой книги, кто является автором этой книги, что там будет написано. Знаете, очень трудно сказать, когда книгу в глаза не видишь, специалист говорит о своих коллегах, что они пишут, во-первых. Во-вторых, главное не в этом, а главное вот в той направленности. К сожалению, надо сказать, что в Грузии, в грузинских школах изучается история Грузии, где все эти вопросы, о чем они говорят, входят в те учебники, которые по учебному плану в разных классах проходят. Для меня непонятно, почему надо создать специальный учебник о русско-грузинских отношениях, скажем, даже не, как мне было известно, значит, первое заглавие этой книги и сейчас. Изучаются все, конечно, каждый ученый, каждый профессионал, группа ученых имеет право работать по определенному вопросу. Видимо, какая-то группа грузинских ученых сочла нужным специально работать по вопросам русско-грузинских взаимоотношений с 1801 года до сегодняшнего дня. Это их право, это их дело. Но почему пошел разговор о том, что эта книга будет как дополнительное учебное пособие для школ, вот это для меня непонятно. Во-первых, спасибо Халбатану Марика за такую оценку. Она действительно отвечает интересам Грузии. Конечно, не должно быть такого, чтобы противоставлять народы друг другу, тем более народы, которые жили веками вместе. Я не совсем понимаю, может быть, как вы оцениваете те 200 лет, которые называются оккупацией, но у меня законные вообще-то вопросы. Те же оккупанты через эти 200 лет выпустили промышленно развитое, процветающее государство Грузию с высокообразованным, культурным 5-миллионным населением. Какой оккупант сделает это? И вот я смотрю, мои коллеги ухмыляются, я хочу спросить, дорогие друзья, а когда грузин, находясь в 200-летней оккупации, жил хуже кого-нибудь и хуже того же россиянина? Если мы говорим об оккупации, то как же мы тогда вот вышли и кто нам позволил раскрыть, если мы уж такие великие и талантливые, наш талант? Кто нам позволил сегодня существовать как вот такая вот цивилизованная и большая нация? Одно дело, когда вот эти термины используются в политике на международной арене, исходя из интересов государства, ну, смотря как отнестись и как воспринять сами эти интересы. Но другое дело, когда
извиняюсь за выражение, данный термин суют детям в школах. Это уже вообще неприемлемо и непонятно, и аморально. Представители нашей власти не скрывают, они выступают по телевидению и говорят, что вот как хорошо, что наши дети, молодое поколение, и не слышали о России, ничего не знают русского языка, по фотографии не смогут узнать Брежнева и так далее. Вот значит, вся эта тьма, которая уже существует в головах нашего молодого поколения, то есть от незнания, да, это их радует. Они хотят, чтобы пришло, вот, извиняюсь, дебильное поколение, которое ничего не знает и ничего не понимает и перестает мыслить вообще. А то, что в русско-грузинских отношениях было как позитивного, так и негативного, это не надо отрицать, и не надо впадать в крайности. Ну, конечно, мы вообще, тут государственная пропаганда доходит до идиотизма, конечно, нельзя отрицать определенные вещи. Вот господин Хамерики изложил кое-какие факты, но здесь это вызвало такую улыбку и протесты вот у некоторых вот здесь сидящих, присутствующих. Ну, конечно, дорогой Владимир Кириллович, не надо это в такой форме вот это преподавать и так, чтобы вызвать раздражение у грузинской публики и какой-то шок. Это надо чуть больше спокойно и объективно сказать. Ну, в принципе, конечно, вы правы, эти факты отрицать нельзя. Грузия как таковая вошла в состав России, разрозненная, вот, да, несчастная, и ну, как-то вышла она из состава России уже объединенная и с куда большим количеством населения. Но я не говорю сейчас о других фактах. Если вот подходить так спокойно, объективно к этой истории, ничего плохого не будет. Но в сегодняшних условиях, конечно, когда во главе государства грузинского находится Михаил Саакашвили, который вообще продолжает быть президентом исключительно благодаря тому, что нагнетает атмосферу вот в двухсторонних отношениях и паразитирует на том, что создает образ врага из России, вот говорить не о чем. Тут и такая книга будет выпущена, и будут делаться другие гадости. Я в этом абсолютно уверен, что вот пока вот нынешнее правительство остается у руля вот в Грузии, мы должны знать, что такие вещи будут происходить. Так что вот хорошо все-таки, что мы сегодня встретились, поговорим, но я не думаю, что мы как-то изменим ситуацию и повлияем. Надо выждать, и время покажет, как быть дальше.